Большинство людей думают, что финансовое благополучие связано только с доходом, работой или бизнесом. Но правда в том, что деньги очень чувствительны к нашей энергетике, привычкам и даже к тому, как выглядит наш дом. Сегодня я расскажу о 7 физических вещах и привычках, которые незаметно формируют мышление бедности и буквально блокируют поток денег. Возможно, вы узнаете себя, и это станет вашим главным инсайтом. Первое. Сломанные вещи и философия «и так сойдет». Многие из нас думают так. Зачем покупать новую кружку, если в этой всего лишь маленький скол? Или «стул качается, но еще же можно сидеть». Или «да, зеркало треснуло, но ведь отражает нормально». На первый взгляд, практично, экономно. Но на самом деле это опасная привычка, которая медленно, но верно формирует мышление бедности. Каждый раз, когда мы оставляем у себя треснутую или склеенную вещь, мы сообщаем себе: «Я недостоин лучшего. Мне хватает и так. Жить в полумерах нормально». А потом это мышление начинает работать не только с вещами. Работа и так сойдет. Отношения не идеальные, но ладно. Доход маленький, но зато стабильный. Заметьте, все это про согласие жить на минимуме. Но когда вы выбираете целое вместо склеенного, новое вместо треснутого, вы заявляете себе и миру: «Я достоин лучшего, я выбираю качество, я выбираю изобилие». Инсайт. Каждая склеенная кружка или сломанный стул — это не про экономию, а про соглашение жить ниже своих возможностей. Вторая. Неработающая техника и остановившиеся часы. В каждом доме есть такие вещи: старый телевизор для мебели, ноутбук, который давно не включается, сломанный телефон на память, часы, которые стоят уже несколько лет на одном и том же времени. На первый взгляд пустяк, но на уровне символов и психологии это настоящие ловушки. Техника создана для того, чтобы работать. Часы — для того, чтобы идти. Когда они остановлены, это прямая метафора вашей жизни. Все застыло, время не движется, прогресса нет. Мы думаем: ну и что, пусть стоит, вдруг починю. Но подсознание фиксирует: застой нормален. Мертвые предметы можно хранить годами, а потом то же самое мышление проявляется в делах. Работа, которая мертвая, но мы держимся за нее. Отношения, которые давно не приносят радости, но мы не расстаемся. Доход, который не растет, но мы терпим. Инсайт. Оставляя в доме мертвые предметы, мы соглашаемся жить среди мертвых процессов. Третье. Пустые банки и бутылки. Почти у всех найдутся пустые банки, на всякий случай, под варенье, вдруг пригодятся. Но пустая тара — это не нейтральный объект, это символ пустоты. Представьте, на полке стоят пустые бутылки. Они занимают пространство, но в них нет ценности. Так и в жизни. Когда мы держимся за пустое, новое, наполненное просто не может войти. Это мышление нехватки. Лучше я удержу пустоту, чем рискну освободить место и позволю войти чему-то большему. То же самое происходит в деньгах. Люди держат пустой бизнес, который давно ничего не приносит. Держат пустые отношения без тепла. Держат ненужные привычки, которые только крадут время. Инсайт. Пустые банки в доме равно привычка удерживать ничего, вместо того, чтобы пустить что-то ценное. Четвертое. Захламленный кошелек. Кошелек — это самый прямой символ вашего отношения к деньгам. Посмотрите прямо сейчас, что там внутри. Чеки 3-летней давности, старые визитки, которые давно никому не нужны, карты, которые уже не работают. Если да, это и есть ответ, почему деньги не любят задерживаться. Они не приходят туда, где хаос, мусор и неуважение. Это как приглашение гостей в грязный дом. Могут ли они чувствовать себя комфортно? Деньги — та же энергия. Захламленный кошелек формирует установку. Главное, хоть какие-то деньги есть, порядок не важен. А это мышление бедности. Чистый, аккуратный кошелек, наоборот, создает настрой. Я ценю то, что имею. Я готов к большему. Инсайт. То, как выглядят ваши деньги снаружи, отражает, как вы относитесь к ним внутри. Пятое. Рваная одежда и дырявые носки. Дома можно и в старом походить. Сколько раз вы это слышали или говорили сами? Но в реальности это скрытая ловушка. Каждый раз, надевая рваное или растянутое, вы запускаете программу. Я согласен на недостаток. Я недостоин лучшего даже для себя в своем доме. Люди удивляются. Почему у меня не приходит повышение? А подсознательно они каждый день закрепляют образ бедности. Психика воспринимает одежду как прямое отражение статуса.
Даже если никто не видит ваши дырявые носки, вы их видите. И это сигнал внутрь. Мне хватает обносков. Инсайт. Одежда, которую вы выбираете каждый день, это декларация о том, на какой уровень жизни вы согласны. 6. Пыль в углах и паутина. Пыль — это не только про уборку. Это про энергетический застой. Есть места, куда руки не доходят месяцами. Там и стоит энергия. А деньги — это всегда поток. Мышление бедности часто таково. Ну и ладно, что в углу грязь все равно никто не видит. Именно это перекладывается на финансы. Ну и ладно, что доход маленький, главное, хоть что-то есть. Когда мы убираем пыль, мы запускаем движение. Это не случайно. Во многих культурах уборка перед праздниками или важными событиями — это не про чистоту, а про разгон энергии. Инсайт. Пыль в углу равно привычка мириться с застоем и хаосом в жизни. 7. Ненужные подарки и вещи, которые не радуют. В доме у многих лежат подарки, которые на самом деле неприятны. Может быть, от человека, с которым уже нет связи, или вещи, которые напоминают о трудных временах. Мы их не используем, но и выбросить жалко. На самом деле, каждая такая вещь — это якорь. Она держит вас в прошлом. И пока такие предметы лежат в доме, подсознание будто говорит: «Я выбираю жить воспоминаниями, а не будущим». Это мышление бедности. Я не отпускаю, потому что вдруг потом не будет ничего нового. А изобилие — это наоборот. Место должно быть свободным для лучшего. Инсайт. Вещи без радости равно привычка соглашаться на жизнь без радости. Мы с вами разобрали 7 простых, но очень показательных физических привычек, которые буквально отталкивают деньги. И согласитесь, теперь уже невозможно смотреть на треснутую кружку, пыльный телевизор или мятую купюру так же, как раньше. Потому что все это не просто вещи. Это символы мышления. Сломанное и склеенное учит нас довольствоваться малым. Остановившиеся часы напоминают о застревании в прошлом. Хаос и беспорядок транслируют миру. У меня нет энергии управлять даже малым. А мятая купюра показывает: деньги для меня не ценность, а просто бумага. Теперь главный вопрос: что с этим делать? Начните с малого, осмотритесь вокруг. Сегодня вечером обойдите свой дом и спросите себя: что из этого говорит о том, что я соглашаюсь на меньшее? Что из этого транслирует бедность вместо изобилия? Что я храню из страха потерять, а не из любви к себе? И уберите это, без жалости. Вы удивитесь, как быстро вместе с мусором уйдет и тяжесть внутри вас. Помните, дом — это отражение вашей внутренней энергии. Хотите, чтобы деньги текли свободно? Тогда создайте пространство, где они будут чувствовать себя желанными гостями. Только целые, красивые вещи, чистота и порядок, уважение к каждой мелочи. Когда вы на практике начнете убирать старое и обесцененное, вы заметите магию. Появится больше энергии, в голове станет яснее, придут новые возможности. И это не мистика, это просто закон внимания. Куда уходит ваша энергия, туда идут и деньги. Если вы выбираете качество, целостность и уважение к вещам, вы тем самым выбираете качество и целостность своей жизни. Так что не откладывайте. Уже сегодня сделайте первый шаг, и пусть каждая вещь в вашем доме говорит о том, что вы достойны лучшего, что вы выбираете изобилие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь, что оно стало для вас не просто интересным, но и полезным, дало пищу для размышлений и маленькие инсайты, которые помогут впустить в жизнь больше изобилия. На канале вы найдете немало других видео об энергии денег, мышлении богатства и практиках, которые помогают открывать новые возможности. И впереди еще больше ценных материалов, которые будут поддерживать вас на этом пути. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, если это видео откликнулось, и делитесь им с теми, кому оно тоже может быть важно. До встречи в новых роликах. Пусть в вашей жизни становится все больше изобилия, легкости и радости. Если вы готовы пойти дальше, приглашаю вас на бесплатный марафон по нейрографике, где мы будем работать с темой денег через рисунок, подсознание и новое мышление. Ссылку на участие вы найдете в описании под этим видео.